Всем привет! С вами Даниил Кузьмичев, и сегодня я здесь для того, чтобы сказать еще пару слов за киношку по Варкрафту. Дело в том, что так случилось, я посмотрел ее еще один раз. Вот практически сразу после того, как мы с Константиновичем посмотрели ее и забацали вам подкаст, в котором рассказывали о том, какая эта киношка отстойная. Ну и, естественно, тут же мы наслушались кучу самых разнообразных форм несогласия с нашим мнением. От вполне корректно высказанного до замечательных, визгливейших истерик. Но при этом всем, вне зависимости от формы, которую выбрали для себя критики нашей критики, всем им не хватало одного, а именно аргументационной части. Почти всегда, когда кто-нибудь из них снисходил таки до объяснения своего недовольства, звучало что-то невнятное про то, что фильм будет некие чувства, эмоции и некими эфемерными эмунациями передает дух и атмосферу произведения. Но дело в том, что я по долгу службы, по профессии по своей, очень настороженно отношусь к непонятно откуда берущимся чувствам. Моя работа заключается как раз в донесении до зрителя чувств разнообразных. И когда я не могу понять, откуда они берутся, меня это начинает немножко напрягать. То есть для того, чтобы что-то вызвать, ты просто должен знать, как оно устроено и откуда оно берется. И я честно пытался понять, вот от чего берется приязнь к этому фильму и от чего он зашел тому, кому взошел. Как я уже сказал, зашел достаточно широкому спектру людей, и меня интересовали не все они. Я поначалу вот проигнорировал всех тех, кто говорил там, о божечки, это 10 из 10, это лучший фильм по Варкрафту, несмотря на то, что он единственный фильм по Варкрафту. Там показывают Гул'дана, там показывают Штормград, там показывают Лотара, и поэтому все, у меня все 10 из 10. Вот это все вот ничего для меня не значило, потому что я тоже люблю эту вселенную. Мне нравится она, мне нравится ее визуалочка, все в ней замечательно, ну и все, но много в ней замечательно. Но именно из-за того, что она мне нравится, я и был так критичен к тому, что я увидел на экране. Ну, потому что вот декорации меня полностью устраивали. Декорация, вот тут не поспоришь, декорация отличнейшая, но вот сам спектакль в этих декорациях был просто какая-то фигня. И мне надо было понять, чего же эта фигня кому-то нравится. Но оставался повторный просмотр. И у меня на этот повторный просмотр были большие надежды. И, в общем-то, оказалось, что не напрасно. Дело в том здесь, что у меня есть отличный старый друг. И он играл, по-моему, вот весь этот вот Blizzard, какой только выходил. И именно с ним мы когда-то давно бегали по World of Warcraft, бегали по Азероту двумя такими мрачными, стрёмными орками, всех рубили в капусту, было весело. Но он бегал подольше меня и получше меня. И ждал этот фильм он даже побольше меня. И взял с меня при этом обещание, что на этот фильм мы обязательно мотнемся, обязательно его заценим. Но как только фильм вышел, как всегда и бывает, понеслись несостыковки, дела, заботы, быт, все такое. И в первый раз, как вы знаете, мне пришлось заценить это кино, так сказать, по работе. Ну и вот мы наконец выбрались на второй просмотр. Я решил, что шлифану свои впечатления о фильме и заодно вот из первых рук по горячему узнаю мнение компетентного кореша, который вот в теме. Вот, посмотрели мы кино, пошли титры. Он такой сидит и говорит мне: да, это то самое кино, которое стоило ждать. И я, естественно, по новой. Да блин, да как же, да тут же вот везде фигня, тут же вот косяк на косяке, тут же во всех полях, блин, все плохо. Он, значит, слушал, когда я заткнусь со своими претензиями и говорит, ну, в общем, да, но вот орки, орки были просто зашибись. И я такой, да блин, Мих, да вот, ну, нет, ну, то есть, орки, да, орков мы даже с Костей похвалили. Ну, а как же сюжет, вот как же диалоги, они же, блин, сливай воду, это ж кошмар какой-то. И он такой, да я как-то в этих местах и не слушал. После вот этих самых слов я и понял, я все понял. Все встало на свои места, я понял, где я был неправ. Не-не-не-не, не про фильм, не про качество фильма. Фильм по-прежнему я считаю полной туфтой.
тут мое мнение как раз не поменялось. Но я был совершенно неправ, говоря, что кино не для фанатов Варкрафта. Кино как раз для фанатов Варкрафта. Для действующих фанатов и для потенциальных, что ли. Это для тех, про которых говорят, понравился даже не фанатам. А еще в этот самый момент я понял для себя, что я во второй раз кино посмотрел совершенно иначе, чем в первый. Я был уже готов к тому, что сейчас передо мной на экране будет твориться несусветная фиготня. Я знал, чем вся она закончится, и поэтому я просто плюнул на нее, перестал обращать на нее внимание, а освободившееся время и освободившееся внимание я посвятил тому, что просто любовался красотами Азерота. Я слушал музыку, я рассматривал детальки, я восхищался работой художников, проистекающей из этой работы актерской игрой орков, всему вот этому. Я даже, честно, вот я даже в некоторых моментах проникся игрой живых актеров. Вот до чего дошло дело. Ведь в чем здесь, собственно, разница взглядов и подходов? Она в том, что когда мы с Константином смотрели это кино, кино по Warcraft, мы смотрели его в первую очередь как кино и ругали его как кино. И правильно делали, потому что это кино все-таки. А когда я слышу тех людей, которые этим фильмом насладились, я понимаю, что они хвалят его как кино по Варкрафту. И хвалят именно Варкрафт в нем. И вы друг друга не понимаете. Ты приходишь к ним и говоришь, но, ребята, посмотрите, откройте глаза. Актерская игра здесь ужасная. И они смотрят на тебя этими глазами непонимающими и говорят, о чем ты, парень? С тех пор, как мы в последний раз в это играли, лицевая анимация сделала серьезный шаг вперед. Посмотри, насколько она стала лучше у компьютерных персонажей. И когда ты такой говоришь им что-то про сценарий, они опять тебя не понимают. Потому что, кто читает квесты в World of Warcraft, кто читает там литературную вводную. И прелесть этого произведения– это вовсе не прелесть художественного фильма. Это прелесть вот этих вот самых орков. И вот с этим, сука, вы уже не поспорите. Потому что, что ни говори, а орки в этом произведении роскошные.